Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить очередной рецепт приготовления сочных мант. У каждой хозяйки свой рецепт приготовления, и я хочу с вами поделиться так, как готовлю я. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 1 килограмм пшеничной муки пропускаем через сито. У меня мука высшего сорта. Добавляю 1 столовую ложку соли. Делаем углубление. И сюда же добавляем воду. Воду добавляем с осторожностью. У меня здесь 450 мл. Добавляем постепенно. Сюда же 1 яйцо. Должно быть хорошее тугое тесто. В принципе, вы такое тесто можете готовить и без яйца. Но я обычно добавляю для верности. И сейчас все вот так в серединку. Немножко этот процесс трудоемкий, но зато манты получаются отменные. У меня на канале есть очень много рецептов мант. Я оставлю ссылочки под видео в описании в инфобоксе. Посмотрите, мои дорогие, я думаю, вам понравится. Мука может отличаться, поэтому всегда смотрите на конечный результат, какое тесто, как оно выглядит. Сейчас уже буду руками. Вода у меня комнатной температуры. Вот так слегка помогаем и собираем в комочек. Немножко такой трудоемкий процесс, но не торопитесь добавлять воду. С тестом нужно немного поработать, помять его. В принципе, вот так же крошкой вы можете положить под пленку, и через буквально 30 минут оно уже будет мягче, податливее. Если вам мять руками очень сложно, буквально чуть-чуть сбрызгиваю еще немножко воды, добавляю постепенно. Вот так все со стеночек собираем, выкладываем на рабочую поверхность и начинаем собирать его в комок. У меня пошло 420 мл воды. Вот такое твердое тесто у нас получается, оно такое и должно быть. Я его минут 20 вот так мяла, хорошенечко мяла. Но еще, видите, клейковина не открывается пока, рано. Поэтому под пакет, под пленку и дадим постоять минут 30-40. Посмотрите, тесто уже мягче, посмотрите. И сейчас мы его разминаем. Вот так собираем конвертиком и снова в пакет на 30 минут, а можно и на час. Так, а сейчас подготовим начинку. Я подготовила телятину, у меня здесь гораздо больше. Здесь 1,5 килограмма телятины у меня и 700 грамм жира бараньего. Если вы берете килограмм говядины, либо телятины, то берите 350-400 грамм жира, либо говяжьего, либо бараньего. И, конечно же, я подготовила лук. Лука у меня 1,5 килограмма. Я люблю, когда они сочные и очень такие насыщенные манты. Сейчас нарезаем мелко кубиками и нарезаем кубиками мясо. Лук у нас готов. Отправляем в емкость. Я добавляю 1 столовую ложку соли. У меня морская. Нам лук нужно пожимкать, чтобы он был мягкий и не рвал тесто. И добавляю 1 столовую ложку перца. Если у вас 1 килограмм мяса, то добавляйте 1 чайную ложку
перца. В принципе, по вкусу, как вам нравится. И все нужно пожимкать. Лучок готов, и сейчас будем нарезать мясо. Мясо готово, посмотрите, вот оно как нарезано, нежно. И сейчас все перекладываем в большую емкость. Жир тоже нарезали, и все отправляем к мясу. И сюда же отправляем сейчас лук нарезанный. Посмотрите, сколько лук дал сока. Сюда же добавляю 1 столовую ложку красного молотого перца и 1 столовую ложку зиры. Либо можно перемолоть, кумин добавить. Это одно и то же. Все хорошо смешиваем. Начинка наша готова. Посмотрите, какая она красивая. И сейчас занимаемся тестом. Посмотрите, какое у нас тесто. Оно тугое, но уже оно эластичное. Форму держит прекрасно. И сейчас мы его делим на 2 части. Вот оно такое и должно быть. Тогда наши манты будут великолепно держать форму и будут красивые. Делим пополам, чтобы удобно было разрезать. Вот посмотрите, какое тесто внутри. И сейчас скатываем шар и снова под пленочку. Вот так вот мы скатали его в шар. Любая манипуляция с тестом, особенно с таким упругим, как это, обязательно нужно дать отдохнуть под пленкой. И второе тоже скатываем. Видите, я это делаю с трудом. Если у вас тесто совсем тугое, немножко взбрызните его. В целом я выгуливала свое тесто 1 час. И вот так. Еще дадим минут 20. Подпыляем рабочую поверхность мукой и раскатываем тесто тонко. Я взяла более тяжелую скалку и сейчас тесто вытягиваю. Надо стараться, чтобы без морщинок. Должно быть минимум теста и много начинки. Тесто очень гладкое, очень приятное. И теперь вытягиваем эту часть. У меня уже практически все готово. И я сейчас контрольный прохожусь еще раз, чтобы было тоненько. Посмотрите, какое тесто у нас получилось. Очень тонкое, эластичное. И сейчас мы будем нарезать. У меня стол не такой большой, поэтому мы сейчас будем складывать. И нарезать на полоски. Нарезаем на полоски. Тесто упругое, и сейчас мы все раскрываем. Чтобы было ровно, я в конце обрезаю, подгоняю и нарезаем на квадраты. И теперь раскладываем наши квадратики. Будем выкладывать сверху начинку и лепить манты. Обратите внимание, я не добавляю муку.
и тесто не прилипает. Посмотрите, какое оно прекрасное. Очень важно, когда вы занимаетесь тестом, ни в коем случае, чтобы не было дома сквозняка. Такое тесто, в котором влаги минимум, оно очень быстро сохнет. В противном случае залепливать манты вам будет очень и очень весьма сложно. Выкладываем начинку и формируем манты. Кастрюлю с водой я уже поставила на газ. У нас вода должна закипеть. Обязательно перед тем, как мясо выкладываем, нужно прокрутить его, потому что мясо дает сок. Соединяем два конца. Вот так хорошо прижимаем. И соединяем и эти два конца. Не обязательно здесь защипывать. Здесь будет хорошо циркулировать пар. И они будут очень красивые. Смотрите, какие. Защипнули два конца, хорошо прижали. Потом еще два конца соединяем. И там, где вы соединили, здесь же мы закрываем ушки. Ну, я так их называю. Мы с мамой так называли. И вот у нас получается вот такая мантушка. Еще раз показываю. Сначала соединяем. Теперь соединяем эти два конца. И у нас вот такая пика получается здесь. И здесь закрываем. Тесто очень податливое, очень эластичное и приятное. Смотрите, какая красота. Зажимаем сначала один уголок, потом встречно зажимаем второй уголок. И вот там, где мы зажали, соединяем. Можно немножко закрепить, можно не закреплять, чтобы пар циркулировал хорошо. Посмотрите, какие симпатичные. Как раз будет много сочной начинки и тоненькое-тоненькое тесто. Кастрюлю я уже поставила на большой огонь. Вода должна закипеть. Я ее немного присолю, чтобы был баланс соли в наших мантышках. Края подправляем и защипываем. Укладываем на ярусы. Касканы смазываем либо сливочным маслом, либо растительным. И выкладываем чуть-чуть на расстояние манты. Варить будем 30 минут. У нас уже вода закипела. Никакие не 45 минут, не 50 минут. Так они перевариваются. И второй ярус. Все готово у нас. Укладываем в мантоварку. Посмотрите, какая у нас тут красота. Выкладываем на блюдо. Посмотрите, тесто великолепное, нигде не порвалось. Все великолепно проварилось. Выкладываем. Сверху смазываем сливочным маслом, чтобы они были еще нежнее и вкуснее. Итак, дорогие друзья, манты получились просто отменные. Тонкое тесто, не рвутся и сочные-сочные и вкусные внутри. Специи абсолютно сбалансированы. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, что бы вы хотели со мной еще приготовить. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.